Поставь Бога на свое место. Это искажение реальности и сути вещей. Так появляются различного рода зависимости. Пища для желудка, а желудок для пищи. И речь сейчас не о еде. Это всего лишь сравнение. А речь о том, что в каждом человеке, во внутреннем нашем человеке, есть своеобразные полочки, ниши, на которых располагаются или по какой-то причине отсутствуют определенные вещи, предметы, аспекты нашей жизни. Или же это какие-то области, некие области внутри нас, к которым может подойти только соответствующий пазл. Я очень надеюсь, что вы сейчас смотрите за слова в глубину, а не как маленькие дети спотыкаетесь о слова и буквы, и дальше сути не видите. Потому что некоторым из вас может быть необходимо услышать это прямо сейчас. Это может быть очень важная для вас информация. Упрощенно говоря, каждому пазлу соответствует его область. То есть пазл еда подходит к полочке, к области желудок. Сон не подходит желудку. Нельзя удовлетворить физическую потребность в голоде сном. Очевидность от мистера Кэпа. Но внимание, что скажу дальше. И если пазл еда положить по какой-то причине пустующую полку, например, в потребности поддержки, внимания, то мы получим искажение сути вещей. Это может породить зависимость, например, обжорство. То есть человек, как только будет ощущать потребность в принятии, признании или в поддержке, будет есть, причем много и бесконтрольно, потому что эти вещи несовместимы и они не способны насытить. В этом происходит углубление в этом поедании, и это может дать и не может, а даст начало обжорству. Так появляются различного рода зависимости. Это касается абсолютно всех вещей, не только еды. Это может быть отношения, работа, секс, потребность в любви, потребность в внимании. В каждой из этих областей есть специальные вещи, аспекты, которые подходят только к ним. Если нарушать этот порядок, то возникают проблемы. Это искажение реальности и сути вещей, это извращение вещей. Кто-то из вас может сказать: ну подожди, из еды, например, делают какие-то произведения искусства, там что-то вырезают из них, какие-то картины делают, кто-то прекрасно готовит, и в этом есть творчество, и в этом есть навык и профессионализм. Да, все верно, но суть не в еде. Суть не в продуктах питания. Когда человек этим занимается и это делает, во главе у него стоит потребность самовыражения, творчества. И неважно, чем он это делает, продуктами, красками, нотами, работой, изобретениями, не в этом суть. И в данном примере происходит правильный коннект. То есть на полочке потребности в самовыражении, творчестве лежит определенный вид деятельности, через которую это происходит. И это хорошая, здоровая комбинация. Но если, например, эту трудовую деятельность переложить на другую, пустующую по какой-то причине полку, например, потребность или в признании важности и нужности, то здесь будет снова искажение. Такая комбинация присуща людям, которые думают, что они важны и нужны только когда выполняют работу, когда они чем-то полезны. О, бизнесмен будет очень мной разочарован теперь. Видите, я работаю. Вы не должны были стать таким! Что с вами случилось? Все несущественное Должно стать существенным. Молодец, мистер. Поэтому такая комбинация из трудовой деятельности, творческой или трудовой, которая лежит не на своей полке, приводит к плачевным результатам, к неправильному восприятию мира, неправильному восприятию самого себя, различного рода зависимости, депрессиям, расстройствам, разочарованиям, различным болезням, вплоть до физического уровня. Итак, повторю еще раз, что очень важно, крайне важно, чтобы в жизни человека, внутреннем нашем человеке, все стояло на своих местах, было разложено по своим полочкам и областям. От этого как минимум зависит наше физическое и ментальное здоровье. А самая важная и большая область внутри каждого, любого абсолютно человека, это область и место для Бога. Она огромная, бескрайняя, глубокая.
как и сам Бог. И эту потребность в Боге ничто другое не способно занять. Нам всем знакомо это внутреннее нечто, которое ненасытимо. Мы не можем его удовлетворить. Постоянно человек что-то перебирает, постоянно пытается приложить к этому месту хоть что-нибудь, что могло бы там перекрыть хоть в какой-то даже значительной степени эту область. Но чтобы мы туда не кидали, это как в топку, оно там просто пропадает в небытие. А люди продолжают и продолжают все перебирать. И дьявол так много всего предлагает, лишь бы только человек перебирал это. Различные духовные практики, различные вещи, материальные, деньги, семья, отношения пытаются этими вещами заткнуть эту огромную бездну. Но это невозможно. Ничто не может такого масштаба и глубины, объема перекрыть нашу нужду. А мы все это чувствуем, мы все этот зов внутри себя ощущаем, мы все ищем, в чем смысл жизни, все всегда задаются этим вопросом, откуда мы вышли, куда мы идем, что происходит, что на самом деле внутри меня, на что я способен, что существует еще помимо того, что я вижу. Вопросов масса и куча. И это только видимая вершина айсберга, которую человек произносит вслух. И как много еще вопросов и жажды скрыто в глубине. Эта бездна зовет того, кто должен быть на этом месте. И я говорю бездна, потому что в Библии она прям так и описана. Бездна бездну призывает голосом водопадов. Вы когда-нибудь слышали водопад? Да. Это просто ревущий поток воды, настолько шумный, что иногда даже говорить невозможно. И вот на такой же чистоте, с таким же звуком наша потребность в Боге зовет Бога. И только Бог может ее удовлетворить. Ведь Бог и создал эту область внутри нас, чтобы мы Его звали, чтобы мы Его искали, потому что Он очень сильно хочет и жаждет, чтобы быть там, чтобы жить в нас и с нами. И Он неимоверно сильно ревнует, когда мы ищем какие-то заплатки, какие-то времянки, пытаясь что-то чем-то другим перекрыть то место, где должен быть Он. Не издевайтесь над собой, не тратьте ваше драгоценное время на попытку перебрать бесполезные и бесплодные заменители и ложные вещи на место Бога. А самое удивительное, когда мы даем место Богу в нас, чтобы Бог был Богом в нашей жизни, происходит невероятная вещь. Мало того, что мы заполняем основную, огромнейшую бездну внутри нас, так Бог еще и помогает нам расставить все остальные предметы и вещи на нужные места. Таким образом приходит гармония, потому что Бог есть Бог порядка. Он есть основа. Бог основа всего, не только вокруг нас, но и внутри нас. Он как краеугольный камень, на котором строится здание, или как дирижер, который задает движение и ритм в нас. Еще мне очень нравится сравнение с пуговицами. Вот как первую пуговицу застегнешь, так все остальные и будут в ряд застегнуты. Если неправильно, то все остальные неправильно. То есть нужно и очень крайне важно, чтобы Бог занял область свою, чтобы Бог был Богом в нашей жизни. И тогда будет происходить реальное волшебство. Самое невероятное, что происходит с человеком, начинается порядок наводиться в жизни человека. Это все вещи расставляются по своим местам. И там, где были пустые полки, они заполняются. Потому что Бог есть Бог гармонии, и Он не может нести ничего другого. Он Бог всецелостности и восстановления. Человек становится в полноте своей гармоничен только когда Бог занимает свое главенствующее место в нашей жизни. И прямо сейчас некоторые из вас видят и понимают, что необходимо навести порядок в вашей жизни, расставить все на свои места, но вы запутались, или не видите как, или считаете, что это уже невозможно, не знаете, с чего начать и как это сделать. Мой вам ответ: позовите Бога в вашу жизнь, того, кто вас создал, кто знает вас, каждую частичку, каждую клеточку, каждый волосок, внутренность всю вашу, потому что Он вас создал. И именно Он знает, как правильно для вас, как лучше для вас. Он приготовил для вас все самое невероятное, прекрасное и доброе. Он знает, как вас ограничить, чтобы вы засияли. У нас с Богом все возможно. Все, что необходимо, это нужно, чтобы первый кирпичик у основания был на своем месте. Позвольте Богу быть Богом в вашей жизни. Позовите Его, пригласите Его в свою жизнь. Это очень легко сделать. Дверь к Богу Отцу лежит через Иисуса. Он есть сама дверь и путь, который за ней дальше. Он путь, истина и жизнь.
заходите в комнату, закрываете дверь и искренне зовете Его. Скажите: Иисус, приди в мою жизнь. Да, возможно, я был неправ и ошибался насчет Тебя, но приди, пожалуйста, и измени мою жизнь. Иисус обязательно придет, непременно придет, будьте уверены. Он умер ради нас. Он отдал самое дорогое, свою жизнь, для того, чтобы мы, люди, могли обратиться к Нему и прийти к Нему. Он жив, был мертв, люди убили Его, распяли, но на третий день воскрес, и теперь Он снова жив. И Он жив по сей день и будет жить вечно. Поэтому все, кто Его призывают, Он к тому придет обязательно, потому что Он ради этого и умер, повторюсь. И Он никогда не оттолкнет и не отринет от себя и любого приходящего к Нему. А пример про пищу – это слова апостола Павла из послания 1 Коринфянам, что пища для желудка, а желудок для пищи. Но и то, и другое исчезнет. Господь уничтожит это. Но тело не для разврата. Теперь мы понимаем, да, для какого разврата? Когда мы вещи ставим не на свои места, это искажение и извращение. Но тело для Господа, для Бога, Бога порядка, который восстанавливает гармонию и целостность человека. И в этой целостной полноте внутри каждого человека, внутри каждого из нас, именно Бог, только Он и только Он один, главный пазл и главный кирпичик в основании. На этом все, дорогие. Всех благословений. Пока.